Однажды, когда было объявлено о начале молитвы и в мечети были выровнены ряды стоящих людей, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел и стал впереди, будучи в состоянии осквернения, джунуб, и затем сказал: Хадис под номером 631. Сообщается, что Абу Килаба сказал: Малик ибн Аль-Хувайрис, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал нам: в свое время мы пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, а все мы были молодыми людьми из одного племени, примерно одного возраста. И мы прожили у него 20 дней и ночей. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был добр и мягок с нами. Решив же, то есть заметив, что мы стали тосковать по своим семьям, или что мы измучились, он спросил нас о том, кто остался у нас дома, и мы рассказали ему об этом. Тогда он сказал: возвращайтесь к своим семьям и оставайтесь с ними. Учите их религии и велите им творить благое. И он упомянул о некоторых вещах, часть которых я запомнил, а другую забыл. Совершайте молитву так, как это делаю я. А когда наступит время молитвы, пусть один из вас произнесет для вас азан, а самый старший будет вашим имамом. Хадис под номером 632. Сообщается, что Убайдуллах ибн Умар сказал: «Передал мне Нафий, который сказал: однажды в дождливую ночь, будучи возле Даджнана, гора недалеко от Мекки, относительно названия этого места и его расположения есть разные мнения. Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, возвестил азан и затем сказал: совершайте молитву на своих местах. И он, Ибн Умар, сообщил нам о том, что, находясь в пути в холодную или дождливую ночь, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обычно повелевал муадзину призывать людей к молитве, а после завершения азана говорил: молитесь на своих местах. Хадис под номером 633. Аун ибн Абу Джухайфа передал о том, что его отец Вахаб ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды я видел, как к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находившемуся в Аль-Абтахе, пришел Билял и сообщил ему о том, что настало время молитвы. Аль-Абтах – название покрытого мелкими камешками места в окрестностях Мекки. Потом Билял вышел с палкой, заостренным концом, и воткнул ее в землю перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, после чего объявил о начале молитвы, возвестив икаму. Этой палкой пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, пользовался во время молитв на открытом месте, как преградой, сутра, которая должна была отделять его ото всех остальных. Хадис под номером 634. Передается слов Ауна ибн Абу Джухайфы о том, что его отец рассказывал, что он видел, как Билял возглашал азан. Абу Джухайфа сказал: а я стал повторять его слова, когда он поворачивался направо и налево, возглашая азан. Глава. Слова сказавшего: мы пропустили молитву. То есть, является ли нежелательным так говорить или нет? Ибн Сирин считал, что нежелательно говорить «мы пропустили молитву», но следует говорить «мы не успели». Однако слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, правильнее.
Аль-Бухари возразил Ибн Сирину словами: «Однако слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, правильнее, так как его слова неправильные из-за того, что они противоречат шариатскому тексту». Хадис под номером 635. Сообщается, что Абу Каатада, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда мы совершали молитву вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он услышал позади себя шум и крики людей. Закончив молиться, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «В чем дело?» Они ответили: «Мы спешили на молитву». Тогда он сказал: «Впредь не делайте так. Когда идете на молитву, вам следует вести себя тихо. Совершите вместе со всеми ту часть молитвы, на которую вы успели, а то, что вы пропустили из-за молитвы, восполняйте самостоятельно». То есть совершите пропущенные вами ракаты сразу же после завершения общей молитвы. Глава. Не следует бежать на молитву, а следует приходить на нее, сохраняя спокойствие и достоинство. И он сказал: совершите вместе со всеми ту часть молитвы, на которую вы успели, а то, что вы пропустили из молитвы, восполняйте самостоятельно. Об этом сообщил Абу Катада от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Хадис под номером 636. Передается со слов Абу Хурайры о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда услышите, как объявляют о начале молитвы, ступайте на молитву. Направляясь на молитву, вам следует хранить спокойствие и вести себя достойно. Не спешите и совершите вместе со всеми ту часть молитвы, на которую вы успеете, а пропущенные вами восполняйте самостоятельно». Глава. Когда людям следует вставать, если они увидят имама во время икамы. Хадис под номером 637. Сообщается, что Абу Каатада, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: после объявления о начале молитвы не поднимайтесь со своих мест, пока не увидите меня перед собой. Хадис под номером 638. Сообщается, что Абу Каатада, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: после объявления о начале молитвы не поднимайтесь со своих мест, пока не увидите меня перед собой, и вам следует вести себя тихо. Глава. Можно ли выходить из мечети из-за необходимости? То есть нежелательно выходить из мечети после того, как возвестят азан. Это относится к тому, кто выходит без надобности. Если же человек выходит из мечети по необходимости, то это дозволено, как, например, для того, у кого нарушилось омовение или осквернился джунуб, или тому, кому необходимо справить малую нужду, или у кого произошло кровотечение из носа и тому подобное, или он является имамом в другой мечети. Хадис под номером 639. Передается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что однажды, когда уже было объявлено о начале молитвы, и в мечети были выровнены ряды стоящих людей, к нам вышел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И когда он занял свое место впереди, а мы ждали, что он произнесет такбир, он направился в сторону своей комнаты и сказал: «Оставайтесь на своих местах». И мы оставались в таком положении, пока он не вышел к нам уже искупавшись. И мы увидели, что с головы его стекают капли воды. Глава. О том случае,
когда имам говорит «Оставайтесь на своих местах». Хадис под номером 640. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда было объявлено о начале молитвы и в мечети были выровнены ряды стоящих людей, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел и стал впереди, будучи в состоянии осквернения, джунуб, и затем сказал: «Оставайтесь на своих местах». И он вернулся к себе в комнату, искупался, затем вышел, и мы увидели, что с головы его стекают капли воды, после чего он совершил с ними молитву.